Приветствую всех на своем канале, канал Северо-Запад. Зовут меня Артем. Все, кто смотрят уже давненько мой канал, те знают, что у меня есть так называемый болотоход Каракат. Владею им уже 1 год, больше года. И, в общем, рассказываю все о нем. Что он может, что не может, что я сделал, что доделал. И также рассказываю о том, что случилось, поломки. Вот в данный момент сегодня я буду рассказывать о поломках. Ну, это не назвать поломкой, но неисправность, так сказать. Выявилась последний раз, когда мы ездили покататься, короче. Поломка такая, не знаю, серьезная, несерьезная, но придется ей заняться. Короче, накрылся, как я понимаю, подшипник. Подшипник не в каракате, а в движке. Это первый косяк в этом движке. За год эксплуатации первый раз вот он загремел. Короче, зашумел коленвал. При наборе оборотов, при отжатом сцеплении, начиная такой гул, дребезжание. Я, в общем, вставлю кусок видео, вот сейчас вы его посмотрите. Как вы заметили, да, какой шум. В общем, я посмотрел по каталогу, какой подшипник применяется. 207 там стоит. Ну, я не уверен, конечно, я посмотрел номер подшипника и у нас купил в магазине. У нас магазинчик, продаю там всякого разного хлама. Китайские подшипники стоят 150 рублей. Я взял такой усредненный малазийский за 350 рублей. Китайский не стал брать, хотя китайский движок можно было китайский взять. В общем, взял малазийский. Ну, сейчас буду его устанавливать. Точнее, буду пытаться. Буду сейчас все это разбирать и устанавливать новый подшипник. Сальник я не купил, так как я не знаю размеров сальника. Они сказали, у них даже есть и сальники в магазине. Поэтому сейчас, в случае чего, если вдруг сальник в процессе демонтажа я его поврежу, придется, значит, ехать мне за сальником. А если все нормально, значит все нормально. Установлю тот, который стоял. В общем, все. Вперед. Так, снимаем защитный кожух. У меня вот здесь так сделано пружиночки, чтобы это все быстро можно было снять, разобрать. Все с той стороны откручиваем. Скидываем ремень. Ремень еще очень даже ничего. Тут маленько где-то жевануло. Вот так ничего. И здесь чуть-чуть тоже еще походит. Так, снимаем это дело. Ой, вроде ничего так. Свое дело делает, главное. Все. Это хорошо. Шпонка здесь уже такая подубитая. Ну, еще постоит. Так. Пробку я скручиваю с этой стороны, так как с той стороны у меня датчик стоит теперь. Неохота его откручивать, так как он на герметике. Поэтому сливать буду с этой стороны. Так, похоже, придется мне снимать шкив, потому что мешает ролик. Если я сниму шкив, ролик опустится вниз. Крышку будет эту мне не снять, ролик будет мешать.
контрагент. В общем, откручиваем болты на 10 здесь болтики. Что-то как-то очень легко они откручиваются, прям вообще никакого усилия не прилагаю. Вот этот посильнее, блин. Так, ну что, друзья, открутил я все болтички. Сейчас будем крышечку. Крышечка как легко пошла. Прокладку, блин. Не порвать бы, конечно. Опса. Кстати, знаете, что я вижу? Посмотрите, грязь. Под прокладкой грязь. Было вот, очень плохо протянуто, значит. Еще и подсасывал, блядь. Воздух попадал. Потому что вот она, видно вам? Вот грязь. Прям видно грязь. Она под прокладкой, вон она убирается. Вот так вот. Так что все, у кого есть такие движки, советую протянуть болты. А я смотрю, у меня всегда эта полочка сырая. Вот эта полочка сырая. Ну, может, когда меняю, заменяю. Оказывается, значит, подтекала, наверное. Так, в общем, вот что получается. На коленвалу, короче, уже вон даже выработка пошла. Вот здесь вот пальцем чувствую. Китайские подшипники. Вот посмотрим, как малазийский встанет. Вот оно уже видно, его било. Вот он сам подшипник. Вот как здесь все выглядит. Так, маркировки здесь не видать. Сам подшипник вроде такой ничего. То есть он нормальный. А так он вроде вот он. Не шевелится вообще. В чем фишка, я не знаю. Сейчас буду. Ну, поставлю новый, уже разобрал. Вот так это все, друзья, выглядит. Номера нету, может, с другой стороны. Может, с другой стороны есть. Сейчас, кстати, посмотрим, какой я купил. В общем, друзья, смотрите, какая ситуация. Купил вот такой фирмы FBG. Малазийский. Вот я его беру, да, новый подшипник. И у него уже люфтик. Незначительный, но он есть. Здесь китайский. Люфта вообще нет. Просто его нету. Даже вот вообще там вот мизерного нету люфта. Здесь плотно стоит. Но сам подшипник гуляет. А этот вставляю, короче. Гуляет обойма. И очень сильно. Ну, короче, все равно придется мне поменять. Но подшипник очень хороший. Китайский подшипник оказался даже лучше. Просто что вот почему-то у него внутренняя обойма больше, чем надо. Вот те и китайский. А малазийский, блядь, он болтается. Новый подшипник. То есть у него есть люфт. Сейчас придется снимать мне эти кожуха. Потому что здесь без кожуха. И надо его еще как-то выбить. Короче, пришли мы к такому выводу с батей, что смысла менять подшипник нет. Этот подшипник вообще, блин, никакого люфта, тот с люфтом. Диаметр, в принципе, здесь вообще одинаковый. То есть смысла шило на мыло. Разбило, короче, сам коленчатый вал. У него чувствуется какой износ. Прям пальцем чувствуется. Сейчас будем пробовать меднить медной проволокой. Немножко натыкаем. Какое-то время постоит. Какое-то время постоит, а там посмотрим. Так придется коленчатый вал менять. В случае чего. Что износ такой конкретный.
Медная проволочка. Так, короче, намеднили мы с батей, зачистили. Сейчас будем пробовать забивать, как получится. Так, друзья, короче, тут день второй, так сказать. Вчера мы ничего не сделали. Пришлось, в общем, но много я наварил медной проволоки, напаял, многовато. Пытались мы 2 раза забить, не получается забить. В общем, кое-как вытащили все это дело, отшлифовали, и лучше отшлифовал по диаметру вала. Короче, сделал одного диаметра. Теперь подшипник заходит туго, хорошо, ну заходит. Ну, вчера долбили, повредил, короче, сальники. Вот. Контузила я вам, Олег. Ну, так как повредил, все, на этом ремонт закончился. В общем, пришлось ехать в город. Съездил в город. Думал, ну все, если в магазине не найду, то придется заказ. На 2 недели каракат станет. В итоге полезно будет, мужики, кто местные, там, тихвинские, ну и поблизости живете. У нас есть такой магазин. Можно даже сказать, что рекламирую я его, короче. Как хотите, считайте. Но этот магазин вообще нормально. Агрегат сервис. Я заехал и купил сальники. У них прямо в наличии есть сальники. То есть не надо заказывать. То есть нигде не найти. Если заказывать по сайту, то это 2 недели, грубо говоря. Ну, неделю эту минимум ждать надо. Вот. На сайте он стоит 81 рубль плюс доставка 400 с хером рублей. Один сальник. Считай, 500 рублей выйдет, чтобы приехал сальник за неделю. В магазине стоит 70 рублей. Я купил 2 сальника, один запас. Все. Агрегат сервис магазин называется. Те, у кого такая фишка вдруг случилась, то все туда за сальниками. По крайней мере, сальники у них есть точно. Ну и по подшипнику. То, что я взял подшипник малазийский этот. Короче, у него люфт намного больше, чем у китайского, который стоял. Смысла нет покупать, переплачивать за малазийский, там еще какие-то японские. Китайский хорошо стоит. Я сейчас его обратно и буду ставить. В общем, приступим. Теперь уже буду устанавливать. Надеюсь, все теперь пойдет по плану. Вчера немножко мы лоханулись тем, что раздолбили сальник. Не забивался туда никак подшипник. Ну никак. Всяко мы пробуем. Сейчас зашлифовал, все будет ништяк. Так, короче, все, поставил я подшипник. Обратно тот же, который стоял. И сальник. Все, сейчас буду обезжирил все это дело. И здесь, и здесь. Сейчас буду герметик наносить. Ну что, в путь. Сегодня надо поаккуратнее это дело делать. Так, все. Поставил я крышку. Сейчас буду все это дело обратно собирать. Вроде поставил, вроде нормально. Пока собираю, как раз герметик подсохнет. Потом залью масло. Ну все, будем собирать. Короче, друзья, все, закончил я с этой разборкой. Установил подшипник, сальник, подшипник тоже, вернее, оставил китайский. Установил сальник, все на место прикрутил, все поставил, масло залил. Масло пришлось опять новое заливать, Shell-Helix. То масло я не стал уже, считай. То он поработало тут. Один раз мы прокатились с колянчиком и все. Ну, не стал его заливать, новое залил уже. Все, сейчас будем пробовать заводить. Смотрим, все ли в порядке. Вперед.
друзья, короче, косянул я. Косянул так не слабо. Я когда собирал двигатель, ну, точнее мы забивали, сначала забить не смогли, у меня выскочил распредвал. Ну я его обратно вставил, а ума-то не хватило, что ставить-то надо в определенном положении. Движок у меня, короче, когда собрал, не заводился. В итоге пришлось опять все разобрать. Черт твоей матери. Разобрал и понял, что там стоят метки. Я нашел эти метки, сейчас все по меткам поставил, короче. Сейчас я вам покажу эти метки, что вдруг, если кто-то будет заниматься такой же ерундой, то чтобы ставили все по меткам. Я вот что-то даже об этом, честно сказать, не подумал. Он выскочил так, я его обратно вставил и все. В итоге вот балансирный вал, вот это балансирный вал, вот это, он тоже по меткам, вот видно их. Одна метка на коленвалу и вот метка на балансирном вале. И также здесь вот на распредвалу вот метка. Когда поворачиваешь коленвал, ну хреново поворачивается, но она совпадает вот с этой меткой, вот она. То есть обязательно надо сначала, ну можно сначала эти, чтобы совпали по этой шестерне, а по этой шестерне надо, чтобы вот на распредвалу совпало с этой меткой. Ну я уже поставил, но все совпадает. Все, сейчас буду это делать, ну, обратно все собирать. Так, и еще, короче, у меня косячок выскочил. Когда я захерачивал туда, заставлял все это делать, вот такой хрустик у меня произошел. Ну, я внимание не обратил, ну, шестерни на место стали, хрен там. Сломал я, короче, центробежный регулятор. Вот это вот, как я сейчас понял, я начал думать, от чего он, для чего он, что он делает. Он когда крутится, вот, видите, как шток выходит. Вот. На оборотах этот шток поднимается вверх и давит вот на вот эту вот пластину. Вот она, рычаг. И вот он глушит газ, то есть газ, вот он, видите, ходит. У меня уже заглушено вот этой проволочкой. Но проволочка не дает такого эффекта. Ну, как бы делает, но немножко это как бы мягче получается. Здесь будет пожестче. Вот он. И что я, короче, решил? Я решил, что ну и шиним, короче, оставлю я вот эту саму железяку здесь. Я не знаю, конечно, может я не прав, но она, мне кажется, мешать мне теперь не будет. Но я оставлю, вот это все я оставлю. А вот эту хрень я сейчас буду разбирать. Я посмотрел, ее что-то так просто хрен разберешь. Я поступлю сейчас варварским методом. Я ее нахрен разломаю. Тем более вот она уже треснула, вот трещина. И здесь же зубья поела. Когда я вставлял, не попало на зуб. Ну, так бывает. Ну, короче говоря, это, бля, лишняя деталь. Будем ее устранять. Так. Может быть, я не прав. Но мне пофиг. Я ее буду ломать. Ломать ее буду кусать. Все равно она будет сломана. Это глобального уничтожения. О, вот он шплинтик. Один. Вот такая штучка. Вот по идее можно было вытащить 3 таких шплинта вот такой фиговины, которые толкают средний шток. Вот они такие. Так, смотрите, короче, что получается. Разломал я эту хрень. Вытащил оттуда вот 3 таких балансира на 3 вот таких шплинтах. Вот такая вот оська стояла. Она толкает, упирается. Вот в эту хрень она и упирается. Вот. И давит туда. Понятно все, да? Конструкция. Вот. Здесь засадная штука. Это вот это кольцо. Стояло там в пазу. Стопорное колечко. Вот оно. Оно такое маленькое, но такое противное. Ой, не показываю. Вот. Его ужас, как тяжело вынимать. Я его, короче, отверткой кое-как сломал. Ну, то есть согнул. Вот оно. Все, вынимаем. Опа, все. Минус деталь. Сейчас почистим всю эту хрень, соберем, уберем. Ну и буду я обратно собирать по второму кругу. В общем, вот, друзья, что получается. Если вдруг кому-то
что-то понадобится из этого. На чужих ошибках учатся, как говорится. Учитесь, пока я жив. На моих ошибках. Вот. Ну, я говорю, я не знаю, мне кажется, не обязательно убирать эту херню. Может быть, я не прав. Я тут думал, голову ломал. Ну, блин, ну нахер она не нужна. То есть, ну, сниму я ее, и ничего не изменится. Раньше он давил туда, и она вот с газ сбрасывала. Теперь он просто будет на месте стоять, и все. То есть, никаких функций. Так, друзья, короче, герметик у меня закончился. Решил я поставить обратно старую прокладку. В принципе, она в хорошем состоянии. Тем более, как я говорил в начале, когда я разбирал, болты были не затянуты совершенно. Поэтому она, скорее всего, даже еще и не продавлена толком. Ну, я думаю, постоит. Короче, друзья, дубль 2. Я сейчас не буду ничего устанавливать, как я до этого. Все уже установил, а потом решил завести. Я сейчас поставил свечу обратно, залил масло, закрутил крышку. Вроде бы как все проверил. Сейчас просто тупо его заведу. Если заведется, значит все ништяк. Если не заведется, то не знаю. То не знаю. Но я надеюсь, что заведется. Пробуем? Пробуем. Ну что, друзья, прозанимался я тут какое-то время, как говорится, сексом, так сказать. Ну, довел вроде так, более-менее до ума. Короче, когда заводил, сразу были обороты максимум. Вроде эта штучка, вот, не знаю, видно, не видно, вот она вот так становится на полный оборот. Сейчас покажу. Короче, так как убрал я ту шестерню центробежного регулятора, который вот толкал шток, который в свою очередь скидывал обороты. Когда заводишь, он сразу вот такое положение снялся, вот в такое, как сейчас. Вот. Но когда я его убрал, он вот так становился. То есть центробежник его толкал обратно. Вот. Что я сделал? Я тут думал, короче, снял бак и забубенил с противоположной стороны к этому рычагу, который в ту сторону торчит, пружинку. Просверлил отверстие и поставил всего лишь одну сюда пружинку. Потом посмотрю, может быть, я... Вот она, видите, как вот всего ход вот такой получается теперь газа. Короче, теперь у педали газа очень маленький ход, ну прям очень маленький. Чуть-чуть вот раз, и он сразу на дыбы, как говорится, козлит. Зато разгоняться где угодно, блядь, не знаю, не заглохнешь. Срань сразу вваливает. Ничего не мешает, никакие эти вот центробежники, там пружинки и все такое. В общем, все работает, все я доделал. Сейчас вот я еще педаль, она раньше же, получается, большой ход был, то есть надо давить, туда давить. Теперь это буквально вот так, раз, это все, это, наверное, максимум даже. Вот она, вот начинает, и оп, закончилась. Если по этой херовине смотреть, вот, раз, оп, и все, и весь газ. Вот это весь газ. Вот. Короче, надо будет тут немножко мне педаль подсогнуть. Короче, надо привыкать. В общем, надо привыкать к этой херне теперь. Посмотрю в дальнейшем, еще буду налаживать, подлаживать, долаживать. Ну, что сделать? Убрал центробежник, теперь только так. Ну, я думаю, это просто дело привычки. К любой педали газа надо привыкать на любой машине. Так и здесь то же самое, здесь привыкну, никаких проблем. Ну все, на этом все. Кому было полезно, значит, ставим пальцы вверх. Кто-то, может, уже занимался такой херней. Посмотрели, как занимаюсь этим я. Ну и смотрите, в общем, берите лучшее и делайте. Кому надо, кому не надо. Все, всем удачи, подписывайтесь на канал. Пока.